Как подключить чат GPT куда угодно, причем без знаний программирования. Например, нам необходимо, чтобы чат GPT сидел в нашей инсте, запрещенной в России инсте, и отвечал на те комментарии, которые приходят к нам под постами, либо на комментарии к рилсам, либо мы хотим, чтобы он отправлял определенное сообщение в директ тем людям, которые пишут нам комментарии, либо мы хотим, чтобы чат GPT сидел в нашем телеграм-канале и отвечал на комментарии, которые приходят под нашими публикациями в Telegram. Либо мы просто хотим, чтобы наш чат GPT сидел в нашем Telegram-канале и отвечал на вопросы подписчиков, либо мы хотим создать полноценного Telegram-бота, в которого будет внедрен последняя версия чат GPT 4o, либо любая другая версия чат GPT, который будет отвечать на вопросы, проводить какую-то работу, либо, может быть, мы хотим, чтобы чат GPT прямо в Telegram генерировал нам изображение, либо отвечал даже на голосовые сообщения. Все это можно сделать, внедрив чат GPT в специализированный сервис. Сервис называется Make. И давайте в этом видео подробно разберемся, как это можно сделать буквально в пару кликов без каких-либо знаний программирования. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Смотрите, давайте рассмотрим сервис Make. Значит, я не знаю, по какой причине сервис Make не использует русскоязычное сообщество. На самом деле это просто универсальный вариант. Там сейчас еще не так много шаблонов именно для работы с ChatGPT, но вы можете самостоятельно создать в своей голове какой-нибудь шаблон, какой-нибудь пример, куда можно автоматизировать ChatGPT и с помощью сервиса Make буквально за несколько кликов все это интегрировать и поставить. Например, ChatGPT для своего сайта, для ответа на комментарии, для внедрения в воронку продаж, в Telegram адаптировать, либо, может быть, запрещенный Facebook, либо анализировать те анкеты в Google документах, которые, соответственно, вам приходят, либо не только анализировать, но также еще и давать по ним какой-то ответ тем людям, которые приходят, оставляют эти данные в Google форме. То есть здесь вариантов просто миллион, в зависимости от того, какой вы процесс хотите автоматизировать, во всем этом вам, соответственно, поможет этот сервис Make. Значит, что необходимо сделать? Во-первых, необходимо зарегистрироваться в этом сервисе. Я не буду давать никакие ссылки, просто найдете его там Make и зарегистрируйтесь. То есть зарегистрируйтесь, я вот сейчас зайду в один из своих аккаунтов. Сервис, что мне понравилось, что до 1000, то есть давайте посмотрим, да, на тарифы, а то любители тарифов скажут, что, ребят, слишком дорого. Здесь, значит, бесплатный период до 1000 операций в месяц. Что такое операция в месяц, я вам сейчас покажу. То есть 1000 операций в месяц, если вы используете автоматизацию для себя без какого-либо там сильно большого там масштабирования, без использования каких-то сложных воронок продаж, то вполне можете использовать вот этот вот вариант, либо автоматизировать небольшое количество сообщений, которые вам приходят там в директ, в инсте, либо в телеграме. До 1000 операций в месяц будет достаточно. Если хотите чуть больше, то, соответственно, выбирайте уже другой тариф. Значит, смотрите, в чем здесь преимущество сервиса Make? Во-первых, здесь есть огромное количество шаблонов, которые вы можете использовать для автоматизации. Например, шаблон, который анализирует Google форму, отправляет все эти данные, соответственно, в чат GPT и на выходе там создает какую-то Google таблицу. Либо автоматизация Telegram. В Telegram приходит сообщение, чат GPT отвечает на это сообщение и выдает ответ в Telegram. Автоматизация Instagram. Тоже здесь есть. Автоматизации с работы с WordPress. Автоматизация по поиску какой-то информации, то есть RSS-ленту, например, мы подключаем в Telegram для определенных сайтов, для определенного контента, либо в Твиттере мы отслеживаем какие-то новости. То есть все это можно автоматизировать с помощью вот этого сервиса. И везде можно добавить как бы один из элементов чат GPT. Они недавно интегрировались, и здесь большое количество шаблонов стандартных, да, которые используют большинство. Если вам необходимо разработать свой шаблон, то вы это можете сделать там буквально в пару кликов. Единственное, здесь еще не так много шаблонов для чат GPT, но мы в своем там чате
я в своем телеграм-канале, мы сейчас активно начали заниматься тем, что мы создаем подобные шаблоны и выдаем, соответственно, всем подписчикам телеграм-канала своего эти шаблоны. Мы сейчас здесь, в этом видео, я вам тоже покажу, как делать один из шаблонов, просто ради примера, и вы посмотрите. Ну, видите, уже они все больше и больше, соответственно, шаблонов добавляют. Когда мы впервые с этим сервисом сталкивались, там было не так много шаблонов. Сейчас здесь шаблонов становится все больше и больше, но видите, например, связки с инсты все так же не появилось, но при этом мы ее уже у себя интегрировали, мы уже сделали ее. Связки с телеграммом, более умная связки, чем вот эта вот простая, ее тоже нету, а мы ее уже тоже внедрили и начинаем использовать. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Ну и кроме, конечно, сервиса Make, мы там разбираем еще огромное количество различных сервисов. Есть подробные видеоуроки по работе, по внедрению ChatGPT, по использованию ChatGPT в своей личной жизни, работе. Ну и, конечно же, огромная база промптов, больше 10 тысяч различных промптов на русском, на английском языке, на все случаи жизни. Ну и, конечно же, образы и готовые инструкции для работы с ChatGPT. Окей, значит, давайте попробуем создать какой-нибудь сценарий и посмотрим, как это работает. Значит, что нам необходимо сделать? Мы, во-первых, создаем сценарий, то есть нажимаем Create сценарий и создаем сценарий. Когда мы создаем сценарий, у нас как бы такое появляется пустое рабочее пространство, и нам необходимо что-то выбрать. То есть мы можем выбирать здесь из более чем 500 различных вариантов действий. Например, мы хотим, давайте, не знаю, комментарии в инсте, да, чтобы инста, когда человек оставляет комментарий, выходил на связь наш AI-помощник, и, соответственно, отвечал на эти комментарии в рамках того ответа, который нам необходим. Что мы делаем? Мы создаем сценарий, выбираем Инстаграм, ищем Инстаграм для комментариев, Инстаграм для комментариев и, соответственно, выбираем процесс. То есть, что здесь мы сделали? Мы создали Instagram for Business Watch Media. То есть, когда как будет появляться какой-то наш новый пост, соответственно, Instagram, этот процесс будет запускаться. То есть, мы выбрали страницу, если нам необходимо добавить Instagram, то мы либо какую-то другую социальную платформу, то мы выбираем и добавляем, и у нас авторизовывать, соответственно, через Facebook и подключаем ее к Instagram. У меня здесь уже все подключено. Единственное, здесь можно поставить лимит. Лимит в данном случае 10, то есть не больше 10 комментариев в течение 15 минут. Ответы на комментарии будут, соответственно, приходить. Мне кажется, это будет выглядеть, во-первых, органически, а во-вторых, Instagram нас за это не накажет. Хотя этот сервис является официальным партнером Instagram, либо компании Meta, запрещенной России, и Facebook, но при этом здесь очень важно уточнить, что у той же инсты есть определенные лимиты, которые нежелательно нарушать. Поэтому мы выбираем лимит 10 сообщений в течение 15 минут, в принципе, будет достаточно. Все, этот таймер, он показывает, да, вот через какой период времени будут проходить проверки наличия новых комментариев. Мы выбрали 15 минут, можно выбрать, вот пускай будет 20 минут. Что мы делаем следующим шагом? Нам необходимо выбрать публикацию, либо выбрать пост, под которым будут люди оставлять комментарии. Вот, лист Media Comments. Мы выбираем лист Media Comments и можем здесь выбрать определенный пост в нашем Instagram аккаунте, Instagram профиле, либо выбрать вообще полностью любой пост. Ну, давайте выберем определенный вот этот вот пост, и здесь также оставляем лимит 10. То есть под этим постом, под последним вот этим постом, сейчас посмотрю, где он находится в моем профиле. Так, этот пост, вот этот Reels, вот под этим постом. Если человек будет оставлять комментарий, соответственно, мой ChatGPT робот будет выходить на связь и будет, соответственно, помогать этому человеку. Значит, следующее, что нам необходимо сделать? Нам необходимо подключить ChatGPT. То есть сейчас происходит процесс. Система видит комментарий, отправляет его в ChatGPT, и ChatGPT, соответственно, должен ответить на этот комментарий. Выбираем Create Completion, то есть ответ от ChatGPT. Здесь нам
необходимо будет выбрать вариант подключения, то есть в данном случае OpenAI Connection — это уже подключенный мой чат GPT, но мы также можем добавить новый, прописать API Key и Organization. Значит, API Key и Organization мы можем взять, Organization мы можем войти по ссылке на платформ openai.com, и здесь в разделе настроек здесь есть, кликайте там, грубо говоря, на себя, и здесь есть информация о вашей организации, либо в настройках, вот информация о вашей организации и Organization ID. Этот ID вы как раз сюда вписываете. API Key вы вписываете в другой раздел. Для этого вам необходимо перейти на дашборд, перейти в API Key и здесь, соответственно, создать новый секретный ключ, данные которого вы уже скопируете и будете использовать в своей работе. И вы его, соответственно, добавляете сюда. После этого сохраняете, но у меня уже этот процесс сделан. Значит, здесь я дальше должен выбрать модель ChatGPT. Я выбираю модель ChatGPT 4o, последнюю модель, и должен добавить, соответственно, два сообщения. Первое сообщение — это будет системное сообщение. В системное сообщение я прописываю такой промпт, что ты модератор Instagram, и, соответственно, ссылку на свой Instagram. Второе сообщение — это сообщение, которое мы должны будем отправить человеку. То есть мы здесь прописываем промпт, здесь можно прописать что-то типа «ты там помощник по ответам на комментарии у такого-то профиля, у такого-то человека, соответственно, этот человек занимается тем-то, тем-то». Если у вас подключены воронки продажи, вы можете написать, что ты, если видишь сообщения в стиле там какие-то наборы цифр, которые вы используете в своей воронке продаж, то ты не должен на эти сообщения реагировать, ты должен их игнорировать, и, соответственно, ты должен отвечать только на те сообщения, которые несут в себе какой-то вопрос, какую-то пользу. То есть здесь полностью прописываете промпт. Я рекомендую использовать наши промпты, которые находятся в моем телеграм-канале. То есть здесь у нас огромная база промптов из больше чем 10 тысяч различных промптов и образов для ChatGPT. И именно образ для ChatGPT я рекомендую использовать в данном случае. То есть где у нас образы? Вот образ ChatGPT, который мы вписываем именно в качестве промпта, добавляем его, немножко корректируем, и за счет этого ChatGPT отвечает намного круче, намного лучше. Кстати, здесь каждый шаблон можно просто выгрузить, скачать, либо импортировать и безгранично пользоваться. Соответственно, мы свои шаблоны, то есть я свои шаблоны иногда скачиваю и отправляю в свой телеграм-канал, поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Значит, здесь, соответственно, мы прописываем наш промпт. Значит, также выбираем максимальное количество токенов, например, это будет 500 либо 700 токенов. Но так как у нас Telegram, так как у нас Инста, мы большое количество токенов, соответственно, не используем. Все, и теперь у нас, соответственно, ChatGPT понимает, что здесь происходит. Сейчас нам необходимо добавить, что будет происходить после. После, соответственно, нам необходимо, чтобы ChatGPT отвечал на этот вопрос. Мы также прописываем тот пост, который необходимо, чтобы ChatGPT отвечал. Ну и здесь мы, соответственно, прописываем comment ID, то есть ID комментария, который должен отправиться, ну и, соответственно, сообщение, как оно должно выглядеть. Все. И после этого мы включаем остановку, то есть как будет происходить остановка. То есть это достаточно самый простой процесс, который, соответственно, может быть. После этого мы его либо запускаем, то есть он у нас будет работать на постоянной основе, то есть в течение 15 минут будет обновляться и отвечать на комментарии тех людей, которые приходят. Либо мы можем включить единоразово, чтобы проверить, как это работает. Ну, например, смотрите, вот под этим постом я только что тестировал, и у меня здесь есть определенные комментарии. Так, я не могу зайти в раздел комментариев. Вот. И здесь есть, например, вот человек задал вопрос, а что использовать надо, чтобы сценарий для Reels сделать. И здесь ChatGPT, соответственно, вышел на связь и ответил этому человеку полноценно на тот вопрос, который он написал. Также в промпте у меня, например, указано, что если посмотреть, да, вот, например, промпт уже рабочий, здесь указано, например, что ChatGPT
не должен игнорировать комментарии, в которых есть ключевые цифры. Вот 1268, 818, 616. И он на эти комментарии, то есть когда он видит, что написано вот это вот ключевое слово, то он эти комментарии игнорирует. То есть он на них не отвечает, потому что здесь уже работает другой бот, который подключен к автоматизированной воронке продаж. И таким образом мы можем интегрировать чат GPT куда угодно. Мы можем несколько развитий событий, соответственно, привязать. Мы можем, например, все эти комментарии выгружать в Google таблицу, либо сделать так, чтобы эти комментарии нам приходили в специальный Telegram-бот, и мы смотрели на ответы чат GPT, мы смотрели на вопросы, которые нам создаются. Мы можем интегрировать его с ManyChat для создания автоматизированных воронок продаж, с Trello, с любым сервисом. Здесь огромное количество сервисов, которые вы можете интегрировать. То есть чат GPT теперь благодаря, ну не то что теперь, благодаря этому сервису можно интегрировать с чем угодно, даже с тем же SendPulse, и все настраивается буквально вот в несколько кликов, и так просто. То есть мы также можем отправлять какие-то изображения, мы можем писать сообщения в директ, потому что у каждого из этих разделов, вариантов интеграции есть дополнительные свои разделы, которые вы можете использовать. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео, подпишитесь на канал, переходите в мой телеграм-канал, подпишитесь еще и на него. И используйте искусственный интеллект для автоматизации каких-то рутинных задач, экономьте на этом огромное количество времени и денег. С вами был Игорь Зуевич, пока.